Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео хочу сделать короткий обзор высокорослых томатов, которые будем выращивать в наступающем огородном сезоне в своей теплице на даче. Это очень хорошие сорта и гибриды. Друзья, но прежде чем будем рассматривать гибриды, которые будем выращивать, я предлагаю немножечко вернуться назад и рассмотреть гибриды высокорослых томатов, которые мы выращивали в уходящем огородном сезоне. Тоже отличные просто гибриды, и я имею сейчас возможность вам показать их, как они выглядели у нас, какая урожайность. Ну и, конечно же, пару слов личных своих впечатлениях после окончания выращивания. Давайте приступим. Первый высокорослый томат, о котором хочу рассказать, это розово-плодный Молдуо. Крупные, сладкие, урожайный томат. Сейчас вы видите на своих экранах. Все томаты, которые вы сейчас посмотрите, это то, что у нас выросло в теплице. То есть, чтобы уже не на словах рассказывать об этом, а имея уникальную возможность, в том числе показать наглядно, как и что выглядело. Бадерин. Высокорослый, красноплодный, плоды небольшие, 150-170 грамм. Но их очень много на кусту. Идеально подходят эти томаты для выращивания на консервацию, то есть они хорошо помещаются в банку, на томатный сок, и в том числе можно употреблять в свежем виде. Вкусовые качества не такие высокие, как у Молдуо, но весьма удовлетворительные, что можно, просто посолив, употреблять его в пищу в свежем виде. Следующий томат, о котором отдельно хочу сказать, это томат, имеющий перцеподобные плоды, то есть его плоды очень похожи на сладкий перец. Название Карнабел. Друзья, много мы не выращивали этого томата, всего пару кустов. Но это того стоит, потому что такой плодовой нагрузки ни на одном другом высокорослом гибриде, который мы выращивали в своей теплице в уходящем году, мы не видели. Только на Карнабеле обрывались подвязочные веревочки. Вот сейчас на ваших экранах можете видеть, как я эту веревочку пытаюсь подвязать. И вот какой тяжелый куст томата Карнабел. Вкусовые качества плодов весьма удовлетворительные. Многие жалуются, что он малосочный, но это действительно так. Бывают другие томаты более сочные и более приятные на вкус. Но Карнабел тоже весьма приятный по вкусовым качествам. Однако на любителя. Высокорослый томат Мадрид. За что он нам понравился? Это крупноплодный желтого цвета плоды на Мадриде. Но не чисто желтого цвета плоды, а еще такие красные вкрапления. Отменные, просто отменные вкусовые качества. Сладкий, как мармелад, нежный на вкус, тончайшая корочка, он просто тает во рту. Друзья, Мадрид я рекомендую всем без исключения попробовать вырастить хотя бы несколько кустов. Мы выращивали буквально пару кустов, просто есть возможность заказывать семена, начиная от 5 семечек того или иного гибрида фирменного с профессиональных пачек. Я ссылку оставлю внизу в описании под этим видео на широчайший ассортимент качественных семян, томатов, огурцов, сладкого перца. Поштучно эти семена отсчитаны из профессиональных пачек, поэтому можете переходить, что-то выбирать. И, конечно же, заказывать разочарованы не будете, потому что качество действительно высочайшее. Давайте теперь, наконец-то, приступим к томатам, которые мы будем выращивать в наступающем сезоне. Сара. Высокорослый, крупноплодный томат, плоды до 600 граммов. Необычная форма плода напоминает чем-то форму плода бычье сердце. Заострение идет, такое умеренное заострение к носику. Очень высокие вкусовые качества, приятные во всех отношениях на вкус, высокоурожайные, и они мне чем-то по описанию и по картинке напоминают Мадрид. Будем выращивать, будем посмотреть, как они себя покажут по урожайности по сравнению с Мадридом и по вкусовым качествам, потому что с Мадридом очень трудно
какому томату соперничать. Следующий высокорослый томат Зульфия. Сорт, точнее гибрид, не новый. Мы когда-то выращивали, нам понравился, но на канале я не показывал, как выглядит Зульфия во время плодоношения. Умеренно крупный, 200 грамм в среднем. Не 100, не 150, а именно 200 грамм. Такие крепкие плоды, много на кисти. Высокоурожайные, вкусовые качества достаточно высокие. Корневая система мощная, за счет чего растение не настолько требовательно к проведению дополнительных поливов в жаркую погоду, потому что корень может проникать в глубину и обеспечивать себя влагой, питанием в достаточном количестве, даже в не совсем благоприятных условиях. Зульфия. Не новый, но интересный гибрид. Следующие два высокорослых томата, друзья. Томаты черри. Это, конечно, на любителя. Но я уверен, что нет такого огородника, которому не нравятся некоторые сорта черри. Мы будем два, тепличка небольшая. У нас всего 5 рядов, поэтому некоторые ряды мы даже переделяем на два сорта. Выращиваем по 2-3 куста. Да, это очень мало, катастрофически мало. Но даже имея теплицу общей площадью 6 на 4 метра, можно выращивать любимые сорта, можно обеспечивать себя овощами, если подходить к выращиванию разумно. Итак, два черри томата Сакура. Это красноплодный черри. Мы его уже выращивали. Очень сладкая ягода, масса каждой помидорки до 20-30 грамм на одной кисти. Сами можете видеть, они просто длинные, как змеючки, попарно. Кто не пробовал, рекомендую попробовать. Сладкие, большое количество, отлично идут в свежем виде в употребление. В баночку хорошо консервируются, и потом употреблять их из баночки в зимнее время. Но это просто это картина маслом. Напарница Сакуры Gold Star, золотая звезда. Похожий черри томат, только Gold это золото, золотого цвета, желтого цвета. Очень сладкая, очень урожайная. Точно так же просто облеплена плодами. Поэтому если вы любите черри томаты, вот эти небольшие плоды, то рекомендую два вот этих гибрида попробовать вырастить. Вы останетесь однозначно довольными. Дальше вот идет два томата сливки. На мое личное убеждение, сливоподобные томаты вкуснее в консервировании, чем томаты круглые. Друзья, две сливки будем выращивать. Красноплодную Колибри. Это одна из лучших сливок вообще на рынке. Поэтому Колибри, я уверен, что нужно попробовать. Буквально каждому огороднику, если не пробовали еще, красноплодная сливка. Приблизительно 120-130 грамм плод. Облеплена красная просто теплица. И желтоплодная сливка Бенигара. Раньше она называлась КС 1430. Если выращивали какие-либо из гибридов, о которых я сейчас рассказываю, поделитесь, пожалуйста, не забудьте в комментариях своими впечатлениями от выращивания. Насколько они были по урожайности, по вкусовым качествам, и будете ли вы их, можете ли вы их порекомендовать выращивать всем остальным огородникам. Я обязательно все это буду показывать в наступающем сезоне. Поэтому подписывайтесь, друзья, на канал. Впереди много интересного. И еще один гибрид, но это буквально пару кустиков будем выращивать. Сашер. Это черноплодный томат. Черноплодный. Почему я считаю, что хотя бы пару растений черноплодных томатов стоит все-таки выращивать? Потому что в черноплодных томатах есть специальное вещество, которое очень полезно для здоровья человека. Задерживает старение, повышает иммунитет. Это кроме всех остальных полезных качеств томата, которыми обладают все буквально томаты. Вот у черноплодных есть особые свойства. Поэтому, друзья, хотя бы пару кустов. Ну, вот мы Сашер будем выращивать. Если хотите, присоединяйтесь. Опять же говорю, ссылку на семена я оставлю внизу в описании под этим видео. Вот такие томаты мы будем выращивать в своей теплице. Еще я на канале буду делать обзор низкорослых
томатов, которые будем выращивать в открытом грунте. И покажу обязательно, какие томаты мы выращивали, что у нас выросло, что получилось с этого. Перец сладкий будем делать обзор, что какие семена мы уже частично выбрали, частично еще, как говорится, в процессе. Огурцы сейчас выбираем тоже, уже столько их перепробовали, но их просто огромное количество. Вообще хочу сказать, если выращивать ответственно и сознанием дела, то сейчас вот огурцов плохих просто, на мое убеждение, уже нет. Все сладкие, все урожайные, если опять же правильно подходить к выращиванию. Но будем об этом, однако, говорить немножко позже. На этом видео закончу. Спасибо всем за внимание. Желаю вам крепкого здоровья, красивых растений, хорошего настроения и мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.